Михаил устроился дальнобойщиком сразу после того, как его отчислили из института за неуспеваемость. Повезло, что успел получить права всех категорий. После отчисления из института жизнь вообще как-то перевернулась на 180 градусов. Родители прекратили финансирование, жена сразу на развод подала, забрала сына и через суд добилась, чтобы им видеться запретили. Так что дальние рейсы через всю страну просто спасли Михаила от одиночества и необдуманных поступков, ну и плюс на жилье экономия. Кабина родного КамАЗа теперь для него стала домом. Вот так может перевернуться жизнь человека, просто из-за несданного экзамена по предмету, который в принципе ни в жизни, ни в работе никому никогда не пригождался. Однако это был не последний сюрприз, который Михаилу приготовила судьба на жизненном пути. Ехал он по трассе, ничего не подозревая, и вдруг пробка, прямо как в городе. Ну, что за чудеса? Может, авария? А вдруг помощь кому-то нужна? Миша на всякий случай остановился на обочине и пошел посмотреть. А там такая картина. На трассе сидят 3 медведя и не дают проехать автомобилем. Тут он понял, что он единственный, кто вообще оказался один на один с таким свирепым хищником. Умные люди по машинам сидят. Ну, а он же дальнобойщик, ему же больше всех надо. Мишка в принципе был не из робких. Один на один он бы и против медведя пошел, но тут их трое. Невольно парень начал озираться и искать пути отхода. Медведь, если побежит, то Миша ни за что на свете не успеет до своей машины добежать, а там еще двери открыть надо. Смотрит парень, а люди в машинах ему на медведей показывают, руками машут. Он присмотрелся, а у одного в пасти младенец. Михаил чуть от такой картины сознание не потерял. Как раз таким в последний раз он своего сынишку видел. Непонятно было, что медведь с ребенком делает. То положит, то в пасть возьмет. И где он раздобыл его посреди тайги? Тут Миша сам разозлился и кинулся прямо на хищников. От поведения парня струхнули сразу 3 медведя. Подскочили и побежали в тайгу, откуда и пришли. Ребеночка с собой забрали. Мишка в ярости за ними. Он только тут и понял, что медведи не испугались его, а ведут к тому месту, где ребенка взяли. Прямо в лесу лежала девушка, она была без сознания. По одежде было ясно, что девушка из мест лишения свободы. «Ну, явно она беглая», — подумал Михаил. Если освобождаются, то спецодежду оставляют там же. Примета плохая, что-то с собой из тюрьмы выносить, да и женщина все-таки. Медведи ходят вокруг, облизывают ее, а никак в чувство привести не могут. Тут Михаил все понял. Звери не съесть ребенка пытались, они пытались таким образом людей привлечь, на помощь позвать. Видимо, девушка родила в лесу. Наверное, избежала для того, чтобы ребенка не в тюрьме родить. Кому потом с такой судьбой жить захочется? С детства клеймо. Ребенок должен на свободе родиться, а роды бедолагу застали в пути. А тут медведи нашли ее. Вот ведь как бывает, люди не помогают, а звери дикие на помощь приходят. Миша принялся девушку в чувство приводить. Медведи поняли, что добились своего, оставили младенца и удалились. Девушка медленно, но пришла в себя. Огляделась, испугалась сначала, но Михаил ее успокоил, и они вместе начали осматривать малыша. На удивление, на нем ни царапинки не было. Вот еще одно чудо природы. Медведь, грубое дикое животное, обращался с малышом лучше, чем некоторые акушерки. Уж об этом Миша знал не понаслышке, у него была младшая сестра, инвалид с детства, по вине неправильных родов. Так в справке было и написано. А на деле пьяная акушерка просто уронила ребенка на пол. Вот вам и платный родильный дом. Как оказалось, девушку звали Катя, и она действительно сбежала из колонии. Только в обморок она упала не от родов, а от страха, когда на ее крики из тайги вышли 3 медведя. Она же не знала, что они ее ангелы-хранители и спасут ее и малыша, да еще и такого парня хорошего приведут. Короче говоря, прямо тут они и решили, что назовут мальчика Алексеем. Михаил помог Кате добраться до своего КамАЗа. Пробки на дороге не было, машины разъехались, как только медведи ушли с дороги.
Трасса была уже совершенно пустая, так что их никто не видел. Катя и маленький Алёшка колесили с Мишей по стране в его кабине. Конечно, у молодых людей вспыхнули чувства. И что было делать? Катя была беглая, Михаил не мог ее сдать, потому что любил. Когда вернулись к месту прописки, Миша пошел к начальнику автоколонны. Надо было посоветоваться, что с Катей делать. Тот для парня был словно отец родной. А когда вернулся в машину, все само решилось. На сиденье он нашел записку «Береги Лешеньку». Катя сама сдалась. Она видела, как Михаил относится к ее сыну и знала, что оставляет его в надежных руках. За то, что пришла с повинной, за побег ей много не добавили. И вскоре Катя вышла на свободу уже по-настоящему, официально, как честный человек. Она знала, куда идет. В отличие от многих освобожденных, ей было куда возвращаться. Дома в деревне ее ждали муж и маленький сын. Когда Катя пропала, Михаил разыскал ее в колонии, там они и расписались. Алёшку Миша усыновил, а работу ему пришлось оставить. Теперь незачем было на полгода выпадать из жизни. Его жизнь только начиналась. Михаил с ребенком переехал в деревню к Катиной бабушке. Та так и не догадалась, что Алёшка не Мишин сын. О прошлой жизни Михаил у Кати не спрашивал. У него самого жизнь была разделена на до и после. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.